Я снимаю в ТикТок, только ты никому не говори. Такая маленькая. Добрый вечер, я диспетчер. Добрый вечер. Ты первая, кто мне задал вопрос в ответ. Сколько у тебя было половых партнеров? 10-20 от силы за всю жизнь. Всем привет, меня зовут Тася, мне 19 лет. Я точно не могу назвать свой род деятельности, потому что я занимаюсь абсолютно всем и постоянно меняю свои хобби, свою род деятельности, свою работу, потому что я не хочу сидеть на месте, я хочу пробовать все новое, и поэтому постоянно куда-то иду. И я пансексуал, и мне не важен пол человека, мне нравятся мальчики, девочки, трансгендеры, все вокруг. У меня граница полов размыта, мне абсолютно не важно, какого пола человек, главное, чтобы человек был хороший. Поэтому сегодня я буду выбирать из парней и девушек. Я обращаю внимание больше не на внешние данные, а на аккуратность человека, на ухоженность за собой, это очень важно. Я ценю в человеке доброту, искренность, тягу к чему-то новому. Ты сегодня будешь жесткой выборе партнера? Я не могу быть жесткой, я котеночек. То есть тебе все могут понравиться? Нет, ну все понравиться априори не могут. Ребят, все надеваем наушнички, включаем музычку. Это супер милая девочка, я прям не могу это платье, и... Ну тут, 8 из 10. У нее очень ровно нарисованы стрелки, я просто визажист. И эти румяшки, это супер мило, 8 из 10. А с этой девочкой мы лежали в больнице, когда мне было лет 15. По-моему, тебя зовут Лиза. Она очень низенькая, наверное, 1,40 м, а я 1,73 м. Наверное, это выглядело бы странно на улице, когда мы бы шли вместе. Так что 6 из 10. Блин, эта прическа, это супер кул, мне нравится. Она очень модно одета, и ее носочки. Вы видите ее носочки? Оранжевый носочек, желтой этой штучки, и это круто смотрится. И килоты мне очень нравятся, как девочка одета, это супер. Но тут 8 из 10. А на этого мальчика мы подписаны в Инстаграме друг на друга. Волосы класс, стиль класс. Очень прикольно выглядит, но не знаю, как бы мы выглядели бы вдвоем. Думаю, что 7 из 10. Ты крутой. Какой классный мальчик. Стиль одежды мне такой не нравится, но мальчик сам очень милый, очень ухоженный, у него стрижечка и сережка. Ух, я только заметила эту сережку, она крутая. Но не совсем мой типаж, наверное, 6 из 10. Расскажите, зачем мальчики одевают эти браслетики? Ух ты, они сразу улыбаются, это так мило. У этой девочки, наверное, много татуировок. Вот она выглядит, как будто у нее много татуировок. А что у нее написано на носках? Можно я присяду? Поработай языком написано. Если честно, я работала тату-мастером, и я била татуировки, но у меня ни одной татуировки нету. У нее еще есть и лисички, она, наверное, себя с лисичкой как-то ассоциирует, потому что вот она рыженькая. Я думаю, что 8 из 10. Этого мальчика я сразу заприметила, у него супер крутой стиль в одежде, я такое просто обожаю. Тут есть все, что мне нравится. Это цепочечка, штанишки в клеточку, эта штучка. Одет просто. Тут 1 из 10 одежда и 10 из 10 мальчик, просто очень нравится. У меня когда-то тоже были такие длинные волосы, но я за ними совсем не скучаю на самом деле. Очень ухоженная девочка, у нее такое чистое личико, ни одного прыщика, это очень классно. Такие глазки, прям, я даже не знаю, что сказать. У него такой образ, такой имидж и стиль, это эти усы, это прикольно. Не, классный мальчик. Не совсем мой тип по внешности, но мне кажется, у него такие добрые глаза, мне кажется, что он очень хороший человек. А для меня главное, какой человек. По внешности, наверное, 7 из 10. Привет. Привет. Сколько тебе лет? 18. Ты где-то учишься? Сам харьковский, я учусь в колледже на айтишника на 4 курсе. Класс, у меня родители из Харькова, я там часто в детстве была. Хочешь быть программистом? Нет, я приехал в Киев играть в футбол. Хочу задать тебе вопрос, а каким своим поступком ты гордишься? Я горжусь тем, что у меня в команде был тренер, который не давал надежды на то, что можно подняться выше. И вот мне пришлось взять все в свои руки и доказать, что я чего-то стою. И я единственный из команды по итогу переехал дальше в Киев. Супер, ты молодец. Ты сейчас живешь с родителями или сам снимаешь квартиру? Нет, мы с командой на базе живем. А я думаю, снимаешь квартиру, тусы, там всякие вписочки? Нет, то только так. Иногда, если нужно, то снимем. Понятно. Как ты относишься к сексу? Только положительно. Только положительно. Сколько у тебя было половых партнеров? Не разгулялся так сильно. 10-20 от силы за всю жизнь. Такой разлет 10-20. Как я тебе вообще по внешности? Брал бы 10-бальную шкалу, оценил бы на 9. А чего мне не хватает? Не хватает того, что я тебе пока не знаю. Можно я потрогаю твои ручки? Он такой волосатенький чуть-чуть.
Тогда увидимся еще. Да, еще увидимся. На самом деле я поняла, кто это, потому что я подписана на него в Инстаграме, он сказал, что он футболист. Могу оценить мое с ним общение, но пусть будет 8 из 10, потому что я ничего плохого не заметила, но и общение не было столь долгим, чтобы прям я что-то могла оценить. Привет. Привет, Как тебя зовут? Софи. От тебя так пахнет? Класс. Я очень люблю запахи. О, это прекрасно, у нас много общего уже. Какой Я сексуал? пансексуалка. Ты пансексуал? Я тоже. У нас еще больше общего. А ты любишь дышать? Да, и водичку пить. Какой самый нелепый поступок ты совершала? Пыталась казаться тем человеком, которым я не являюсь. Ты считаешь это плохим? Нет, нелепым. Ты знаешь, мне кажется, что это адекватно в некоторых компаниях представлять себя тем, кем ты не являешься, потому что некоторые люди не заслуживают знать тебя настоящего. В этом есть что-то, пожалуй, да. Сколько у тебя было парней, девушек? В плане отношений именно. Половых контактов. А ты можешь, знаешь, размыто ответить, там до 10, до 15. Достаточно, чтобы я поняла, что мне нравится. Как ты относишься к сексу с девушкой? Он тебя удовлетворяет? Мне не было еще такого опыта. У тебя не было опыта с девушками. Какой раздел порно твой любимый? БДСМ. Видела бы ты мою шкатулочку дома, тебе бы Видела бы понравилось. ты мою шкатулочку. Класс, давай потрогаем ручки друг друга. Элси, нежные ручки. Такие Это маленькие. взаимно, да. Как ты относишься к длинным ногтям у девушки? В целом, мне кажется, это довольно-таки эстетичным, но не практичным. Тогда увидимся еще. Я на это надеюсь. Из-за того, что у нас много общего, наверное, 8 из 10. Добрый вечер. Я диспетчер. Добрый вечер. Ты не реагируешь на мои пошлые шуточки. Как тебя зовут? Максим. Ты какой-то такой закрытый? Считаю себя довольно открытым. Открытым? Дай мне свою ручку, мне кажется, ты нервничаешь. Он так еще, знаешь, пожал, как будто Кент, друзьяка. Как ты оцениваешь мою внешность от 1 до 10? Не знаю, но ты очень привлекательная, красивая девушка, это глупо отрицать. 8. 8. А чего мне не хватает? Так, все тебе хватает, все прекрасно. Хорошо. Расскажи мне, когда у тебя последний раз был секс? Год и месяц. Год и месяц? Да, Я просто считаю, что секс — это очень важно в отношениях. ну, конечно. Я считаю, что когда вы близки эмоционально максимально, то пора добавлять физический контакт. Как бы ты отнесся, если бы у твоей девушки были эротические фотографии в Инстаграме? Скорее отрицательно. Можешь зайти на мой Инстаграм, посмотреть и сказать, как бы ты к этому отнесся? А что эротического за ней? Ну, мне кажется, что мои фотографии с эротическим подтекстом. Я не знаю, но, по-моему, это прикольно выглядит. Да, если это красиво, эстетично, почему нет? Супер, Я то есть ты не почему-то видишь в подумал- них вульгарность, только эстетику. Ну да. Не, ну тут есть, конечно, вот фотография вульгарная чуть-чуть. Какая? Где ты берешь свою попу в руки. Это старая. Увидимся еще. Увидимся, хорошо. Сначала он был супер зажатым, супер закрытым. Я такое не приветствую в людях. Потом по общению он меня понимает в каких-то вещах, в которых некоторые люди меня не понимают. Но это, наверное, 7 из 10. Потому что закрытый очень. Хочется его взять и открыть. Привет. Привет. Как тебя зовут? Даша. Приятно, меня зовут Тася. Я хочу тебе задать один вопрос. А если бы у тебя была возможность отмотать время назад и не совершать поступок, который ты когда-нибудь совершала, какой бы это поступок был? Только не какой-то скучный поступок, а именно такой. Почему такие философские вопросы? Какой-то эротичный, может, поступок? Я бы что-то не использовала, что-то использовала, нет. А ты любишь что-то использовать? Я все люблю. К какой сексуальной ориентации ты относишься? Я би. У тебя есть ящичек? На данный момент у меня в квартире огромный ремонт, и у меня из мебели есть только кровать, у меня нет ящичка. Когда у тебя последний раз был секс? Давно. С девушкой или с парнем? С девочкой. И как тебе он? Ну, было классно, но мало. Мало, да? А ты любишь что-то использовать в сексе с девушками? Да. Главное, чтобы это были неподручные материалы. Да, согласна. И чем ты вообще занимаешься? Я графический дизайнер, работаю графический в дизайнер. маленькой студии. Класс. Как ты относишься к свободным отношениям? В принципе, у меня не было еще свободных отношений, но я думаю, это все можно обсудить, обозначить какие-то рамки, которые будут приемлемы для обоих партнеров и что-то придумать. Класс. Я просто сторонник свободных отношений. Пока мне 19 лет, мне кажется, что это выход из какой-то рутины. Пока 19, а потом... Понятно, что когда у меня появится человек, будет лет 30, мы, наверное, с ним поженимся, но детей, например, я не хочу. А ты хочешь детей? Я пока не знаю, пока что точно нет, а там посмотрим. Это огромная ответственность, и, например, каждое слово, которое ты скажешь ребенку, оно может запомниться ему и создать ему какую-то фобию или комплекс, и я не хочу брать на себя такую огромную ответственность. Да, согласна. В этом плане я тоже думаю, что ребенку нужно что-то дать, и я пока еще не уверена, что у меня есть этот ресурс. Хорошо, тогда увидимся еще. Увидимся. Честно, я даже не могу оценить общение сейчас, потому что было буквально пару вопросов, было очень мало времени. 7 из 10. Привет.
Привет. Как тебя зовут? Алла. Интересно, как тебя называют друзья, как-то понежнее? Алла. Сколько тебе лет? Мне 24. 24. Как ты думаешь, вот мне 19 лет, ты бы смогла бы со мной построить отношения? Да, конечно. Как ты относишься вообще к сексу? Позитивно. А к какой сексуальной ориентации ты себя относишь? Я бисексуалка. Ты бисексуалка. У тебя были и девушки, и парни, и с кем тебе нравится больше? У меня было не очень много опыта с девушками. Нравится одинаково и с девушками, и с парнями. Тебя удовлетворяет секс с девушкой? Да. А расскажи мне про свой самый счастливый день, который ты бы хотела пережить снова. Это даже не только день, а период, когда я еще училась на первом курсе. Летом я осталась одна в общежитии, работала в тот момент на рестлинг-шоу, постоянно приезжала по ночам домой и не спала долгое время, творила, фотографировала, рисовала. И этот период был на самом деле счастливым и прекрасным. А что тебе мешает сделать сейчас себе такой же период? Да, собственно, ничего, я сейчас также максимально счастлива. Класс, ты такая позитивная. Благодарю. Как ты относишься к свободным отношениям? А я отношусь к ним хорошо. Я считаю, что в принципе ограничивать человека неправильно, и здорово, когда все эти вещи обговариваются изначально. Вообще говорить слова ртом — это замечательно, и это, можно сказать, суперспособность в наше время. Да, я думаю, что в начале отношений нужно выстраивать границы, вот, а потом им следовать. Полностью согласна с этим. И я считаю, что если твой молодой человек или твоя девушка пошла на свидание с кем-то, у них был какой-то физический контакт, она счастлива, то она тебя не станет меньше любить. Просто какая-то разгрузка, смена обстановки. Я считаю, что это совершенно нормально. И как бы, если бы мой молодой человек или моя девушка пошла бы с кем-то на свидание и пришла бы супер счастливая, светящаяся, то мне кажется, что это круто. Получила какой-то новый опыт, новое общение, новые знания какие-то. Мне кажется, что это it's okay. Да, это здорово. К тому же, в принципе, тактильность, общение — это Кстати, о замечательно. тактильности. Приятно. Люблю трогать. Я тоже. Мне очень понравилось, что она понимает, что свободные отношения — это выход из какой-то рутины и так далее, что она понимает, у нее, скорее всего, был какой-то опыт, и она понимает, что это нормально, потому что многие консервативные люди, сейчас я с ними общаюсь, встречаюсь, говорят, что свободные отношения — это блядство и так далее. То есть я так не считаю. Наверное, 8 из 10. Привет. Здравствуй. Какой у тебя голос? Классный, необычный. Спасибо, приятно. Как тебя зовут? Даниил. То есть не Даня, а Даниил. Именно Даниил, да. Это важно. Даниил. Без какой вещи ты не смыслишь своего существования? Мне кажется, без творчества. Без творчества, ты творческий человек. А чем ты занимаешься? Я занимаюсь коммерческой видео и фотосъемкой. Можно сказать, фотограф, видеограф. Класс. Я просто люблю очень фотографироваться, прям живу инстаграмом, потому что вот мне нравятся всякие работы артовые делать. Ну, то есть я не гонюсь за подписчиками, там, за чем-то еще, вот больше за каким-то фидбэком от людей. Ну, тебе важно фотографии идея или Да, качество идея. исполнения? Идея. Ну, ты говоришь, ты Ну, за не, креатив. качество исполнения Не, ну должно смотри, быть ты за хорошее. креатив или ты за просто профессионализм? Ну, просто, знаешь, бывают просто красивые фотки, которые просто красиво показывают человека с каких-то хороших сторон. А есть, интересные фотографии, которые несут за собой какой-то посыл. Тебе что ближе? Мне ближе креатив. Ты можешь, кстати, посмотреть мой инстаграм и сказать, нравится тебе или не нравится. Прямо сейчас? Да, сейчас покажу тебе. Давай. Смотри, ты за сексуализацию женского тела? Как? Эстетика. 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 Женского тела мне очень важно. Ну, лично для меня, это мое субъективное мнение. Ты думаешь, это пошло? Это чуть-чуть пошлее, чем бы, наверное, я хотел бы фотографировать, например. Но это исключительно мое мнение. У нас, к сожалению, закончилось время, Ну, но окей. я думаю, что мы еще пообщаемся с тобой. Окей, хорошо. Хорошо. Мы не совсем сходимся с этим человеком по восприятию какого-то творчества, так что если он меня не понимает, наверное, 7 из 10. А что нужно сделать, чтобы получить 2 из 10? Сказать, пошла ты нахуй, Тася. Да. Привет. Привет, Как тебя зовут? Юля. Назови самый странный факт о себе. Я с утра просыпаюсь, и первая мысль моя — это блядь. И Я- неважно, как бы это касается того, что выспалась и не выспалась, надо вставать, не надо, ну, такое вот. К какой сексуальной ориентации ты себя относишь? Я лесбиянка. Ты лесбиянка. У тебя не было никаких контактов с парнем? Были? Тебе не понравилось абсолютно? Нет. Отвратительные, да, мужики? Козлы. Ну, нет, у меня нет прям негатива к ним, как бы это люди и все. Есть отличные парни, как бы на этом всё. Как друзья, кенты. Ну, типа да. Как ты оцениваешь мою внешность? Тебе приятно со мной общаться или не очень? Да, ты довольно-таки симпатичная девочка. Где-то 9.
9. А чего мне не хватает? Мне больше не хватает пообщаться, ну, как бы человека узнать тогда. Это Ага, уже- то есть ты идеализируешь внешность после общения с человеком. Ну, конечно, потому что внешность обманчива на самом деле, хотя все люди сначала как бы оценивают по внешности, тем не менее, ты человека узнаешь, он может быть совершенно другим. Понимаю. Для тебя важен секс в отношениях? Да, Секс — это классно. конечно. Давай потрогаем ручки друг друга. А ты какую даешь, на левую или правую? Обе. Ой, они у тебя такие мягенькие. Спасибо. У тебя колечки есть, я чувствую. Конечно. Расскажи мне, пожалуйста, чем ты увлекаешься, ну, кроме того, что ты в ТикТоке? Увлекаюсь фотографией. Фотографируешь или фотографируешься? Фотографируюсь. Я закончила курсы психологии, курсы визажа, курсы маркетинга. Вот. Так что увлекаюсь поп-арт, Энди Уорхол, Алекс Кац. Ты первая, кто мне задал вопрос в ответ. Ну, потому что надо знать как бы человека получше, хотя бы так. Ты веришь в дружбу между девушкой и девушкой? Да. А как ты относишься к отношениям типа open? Никак не отношусь. Никак не Ну, отношусь. типа, я не сталкивалась и не встречалась с девушкой-бисексуалкой, например, и я считаю, что как бы для каждого человека свободные отношения — это свой определенный как бы... Вкладывает ну, каждый там, свой смысл. Правила, так сказать, смысл, да, я не знаю, как правильно так объяснить, вот. И я уже считаю, что нужно как бы с девушкой уже это обсуждать конкретно, как бы что, как, кому что допустимо, недопустимо и так далее и тому подобное. Нужно приходить как бы к единому мнению. Приятно было с тобой пообщаться. Взаимно. Тогда еще увидимся. Не, ну девочка супер приятная, так что, наверное, 9 из 10. Приветики. Привет. Как тебя зовут? Алена. Скажи какой-нибудь странный факт о себе. Будущий, возможно, программист, анимешник чуть-чуть. Чуть-чуть. Как бы и прокрастинатор, в принципе. Кто-кто? Ну, короче, прокрастинирую, там, типа, люблю ничего не делать, там, лениться, в принципе. Для этого есть специальное умное слово. Ну, типа того, да. Я поняла. А есть какой-то странный факт, например, о тебе? Я снимаю в ТикТок, только ты никому не говори. К какой сексуальной ориентации ты себя относишь? Я, скорее всего, отношу себя к лесбиянкам, как бы, да. У тебя никогда не было парня? Парня нет, Какие у тебя самые долгие были отношения? 1,5 года. А сколько тебе лет? Сейчас, ну, без 2 недель 19. А можно потрогать твою ручку? Ну, давай. Такая маленькая. Для меня просто тактильные ощущения очень важны. Ну, могу плюсануть, в принципе. Какой у тебя рост? 1,46 м. Блин, ты так похожа на девочку, с которой когда-то лежала в больнице, я думала, это ты. Ну, возможно. У тебя есть что-то, что ты не боишься делать, а остальные люди боятся? Ну, большинство, возможно, это, например, говорить о своей ориентации, в принципе, ее не скрывать, наверное. Как я тебе внешне вообще понравилась? Ну, давай, как здесь принято, короче, 10 из 10. 10 из 10, серьезно? Можно, короче, 15, там, типа, чисто так. Этот человек нереально приятный и легок в общении. Мне эта девочка очень понравилась. Я думаю, что 9 из 10. Очень важно, чтобы с человеком легко было общаться, он мог поддержать любую тему. Она отвечала на любые мои вопросы. Это очень хорошо, что человек открыт к обществу, к людям, к общению. Ой, это, наверное, мальчик, так тупотит ножками. Привет, Привет. Как тебя зовут? Дима. Меня зовут Тася. Приятно. Чем ты вообще известен в кругу своих друзей? Ну, то, что я очень токсичный, и то, что я всегда очень веселый. Токсичный и веселый. Да, да. Это странно. А какие у тебя самые долгие были отношения? Почти год мы с девушкой жили вместе даже. Но она не хотела прогрессировать просто, и все. Я тебя поняла. Как ты относишься к свободным отношениям? Опыта не было, поэтому я не могу никак к ним относиться. Я почему спрашиваю? Потому что я за свободные отношения, я не приверженец. Вот ты мой парень, я твоя девушка, мы вместе 24/7, мы живем вместе, мы гуляем вместе, у нас друзья одни и те же. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что это закрытие человека в клетке. Поэтому всегда, когда я нахожусь в отношениях, я не теряю своих друзей, знакомых, работу, потому что я постоянно с кем-то общаюсь. Отношения — это круто, когда они в кайф, когда ты получаешь от них удовольствие. А я не получаю удовольствие от отношений, когда я вот с человеком 24/7, и я не могу никуда выйти погулять, ни с кем пофлиртовать и так далее. Это правильно, потому что девушка — это не собственность парня, и парень не собственность девушки. У них разные жизни, и, ну как, у каждого есть своя жизнь, свои круги общения, и ограничивать друг друга в этом — это как минимум глупо. Я считаю, что парень, когда находится в отношениях, и девушка ему запрещает гулять с девушками, флиртовать, целоваться и так далее, какой-то физический контакт иметь, то парень просто опустошается, потому что он не поддерживает свое эго. Он не считает себя
себя дальше супер классным и так далее. Потому что, когда ты находишься в долгих отношениях, то девушка начинает тебя просто под себя. Если это просто отношения, то да, но я думаю, если это уже типа женитьба, свадьба, то Не, тогда ну понятно, это что надо женитьба. по-другому чутка относиться к этому. Конечно. Пока мы молоды, это хороший Вот, подход, да. я его полностью поддерживаю. Да, вот мне 19 лет, поэтому я придерживаюсь на данный момент такой позиции. Можно твою ручку потрогать? Класс, у тебя колечки. Я тоже люблю носить кольца. Господи, какие у тебя нежные руки, что за крем? А я только что их помазала. Хочешь, после съемки тебе тоже помажу? Договорились. Как я тебе вообще по внешности, по общению, как бы ты меня оценил? В моем плане, типа, внешность не самое главное, потому что, типа, тело, там, жопа, сиськи не заменят мозг. Я так думаю. Ну, ты ничего такая, так скажем, мне нравишься. Класс. Спасибо. Мальчик по общению просто 10 из 10. Но то, что сиськи и жопа не важна, неправда. Всегда нужно, чтобы за что было ухватиться. А ты меня видишь? Вижу. А блин, а почему так нечестно? Ой, ты уже сразу так-то. Так, выключайте камеру, мы на кровать идем. У него еще пресс. Ну, подождите, оставьте. Привет. Готова, Настя? Привет. Класс. Мальчику, наверное, 8 из 10, потому что он меня зубками ударил. Но я его научу потом. А девочка 10 из 10. Очень понравилось. Помнишь по внешности, кто это или нет? Максимально я, по-моему, одному мальчику давала 10. Ты меня ударил зубками. Это была фишка. А, это такая Да, фишка. я так и задумал. Могу еще и укусить. Укусить можешь? Конечно. Слушай, а почему ты меня не укусил? Ну, ты не просила. А можно я тебя понюхаю? Давай ближе. Очень приятно пахнет. Но это не самые крутые парфюмы. Ну все, вставайте, смотрите. Класс. Спасибо. Ожидала, что там будет? Ну, я уже, да, потом поняла. А на ручках меня унесут? Съемка классная, познакомилась с классными людьми, но, к сожалению, с некоторыми мы пообщались очень мало. Я мало узнала этих людей, поэтому не могла всем поставить максимальные оценки, потому что с человеком не познакомились поближе. Понравился мой выбор, очень классный мальчик. Я думаю, что мы еще увидимся, спишемся в Инстаграме, погуляем. И девочка тоже супер классная, классно целуется. Подписывайтесь на Тремпель Прод, это очень классный канал, и я надеюсь, скоро у них будут намного больше классных форматов других, на которые было бы интересно смотреть. Мне все понравилось, все на высшем уровне. Как тебе главная героиня понравилась? Ну, конечно. Позвал бы ее? Прямо сегодня все, идем куда-то. Не знаешь, что делать. Опять Анджелина. Как маленький Алекс.